Ребята, всем привет! А сегодня я вам расскажу про отечественные БМП. Перед повествованием хочу отметить главное отличие БМП от БТР. Бронетранспортер БТР по своей сути это бронеавтобус, на котором не предполагается идти в полноценный бой. Это всего лишь транспортное средство, вооруженное исключительно для самообороны. Хотя опыт локальных конфликтов последних 30 лет говорит о том, что БТР зачастую используют и как полноценную боевую единицу. Боевые машины пехоты БМП нужны для того, чтобы вступать в бой совместно с танками, то есть БМП должны обладать схожей проходимостью, защищенностью и адекватным для ведения продолжительного боя вооружением. Так что пошли смотреть, как в Советском Союзе видели концепцию боевой машины пехоты. Боевая машина пехоты БМП-1 или Объект-765. Первая советская серийная боевая бронированная плавающая гусеничная машина предназначалась для транспортировки личного состава к переднему краю боевых действий и повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя и совместных действий с танками в бою. Была разработана Главным специальным конструкторским бюро 2 на Челябинском тракторном заводе для замены БТР-50П. Боевая машина принята на вооружение Советской армии Вооруженных сил СССР в 1966 году. Серийно она выпускалась с 1966 года по 1979. Экипаж 3 человека и десанта 8. Перед вами предсерийный опытный образец. Боевая машина пехоты БМП-2Д. Машина с усиленным бронированием БМП-2Д была создана в конструкторском бюро Курганмашзавода в 1981 году на базе серийной БМП-2 и в 1982 году была принята на вооружение советской армии. БМП оснащена дополнительными стальными экранами на бортах корпуса, крепящимися на болтах на некотором расстоянии от основной брони, стальными фальшбортами, 5 секций на борт, закрывающими ходовую часть, а также бронеплитой, смонтированной под рабочими местами механика-водителя и старшего стрелка. Боекомплект спаренного с пушкой пулемета увеличился до 3000 патронов. В результате всех этих изменений масса машины возросла, вследствие чего она утратила возможность плавать. Модернизация БМП-2 производилась на трактороремонтных заводах Минобороны СССР. БМП-2Д совместно с БМП-1Д активно использовалась советскими штурмовыми подразделениями в войне в Афганистане вплоть до 1989 года. Экипаж машины 3 человека и 7 человек десанта. Боевая бронированная гусеничная машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю боевых действий, повышая его мобильность, вооруженность и защищенность на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Разработана Курганским специальным конструкторским бюро машиностроения. БМП-3 производится на Курганмашзаводе. Впервые была публично продемонстрирована в 1990 году на параде в честь 45-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Экипаж 3 человека и 7 человек десанта. Советская опытная колесно-гусеничная боевая машина пехоты Объект-19 разработана в городе Рубцовске в конструкторском бюро Алтайского тракторного завода совместно с военной академией. Серийно не производилась. В начале 1960-х годов по заданию Министерства обороны СССР на ряде оборонных предприятий СССР были начаты разработки нового типа бронированных транспортных средств для мотострелковых подразделений. В числе основных предъявляемых требований были: это защита от средств массового поражения, значительная огневая мощь, преодоление водных преград, а также возможность самостоятельной борьбы с танками противника. Одной из таких разработок и явился Объект-19. В 1965 году был создан макетный образец, а после конструкторских сравнительных испытаний предпочтение было отдано Объекту-765, поэтому эта машина на вооружение не была принята. Экипаж данной БМП 2 человека и десант 8 человек. И это единственный экземпляр данного БМП. Опытная боевая машина пехоты Объект-681 разработана в КБ Курганмашзавода. Серийно она не производилась. В 1972 году в конструкторских бюро Челябинского тракторного завода и Курганского машиностроительного завода были начаты работы по глубокой модернизации БМП-1, целью которой являлось устранение негативного опыта работы с БМП-1, а также повышение тактико-технических характеристик машины в целом.
В ходе работ от Курганмашзавода в качестве одного из вариантов в 1972 году был предложен объект 680. В 1974 году был предложен второй опытный образец, объект 675. Однако многие военные специалисты скептически оценивали возможности 30-мм автоматической пушки 2А-38. Поэтому в качестве компромиссного варианта в конструкторском бюро Курганмашзавода на базе опытной БМП объект 680 в 1977 году была создана боевая машина пехоты с обозначением объект 681, в которой было установлено 73-мм орудие пусковая установка. В результате, после 8 лет длительного анализа и сравнения различных предложенных вариантов и модификаций, победитель конкурса не был выявлен. Выпуск БМП-1 был продолжен, а параллельно небольшими сериями стали выпускать объект 675. От объекта 681 отказались, и работы над данной машиной были прекращены. Вместимость данной БМП – это 3 члена экипажа и 7 человек десанта. И это единственный экземпляр данной БМП. Опытная боевая машина пехоты объект 769 создавался в рамках опытно-конструкторской работы «Бокс», целью которой являлось усовершенствование конструкции БМП-1. Работы велись на конкурсной основе в конструкторских бюро Челябинского тракторного завода и Курганского машиностроительного завода. Машина разрабатывалась в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода параллельно с опытной БМП объект 768. Причиной создания такого варианта машины послужила разработка боевого отделения для новой боевой машины пехоты с установкой 30-мм мелкокалиберной автоматической пушки. Однако мнения конструкторских бюро разделились, поэтому каждое бюро вело свою независимую разработку новой боевой машины пехоты. В результате был изготовлен один опытный образец, но военными был принят к войсковым испытаниям вариант, созданный в Курганском машиностроительном заводе. Экипаж 3 человека, а десанта 7. И это единственный экземпляр данной машины. Опытная колесно-гусеничная боевая машина пехоты объект 911 была разработана в Волгограде в 1963 году в инициативном порядке. Ходовой макет машины был изготовлен в 1963 году в единственном экземпляре и на полевых испытаниях, проведенных в 1964 году, получил положительную оценку. Машина на вооружение не принималась, так как предпочтение было отдано БМП объект 765. БМП объект 911 представляла собой плавающую гусенично-колесную машину с кормовым расположением моторно-трансмиссионного отделения и передним размещением части боевого расчета с обеспечением выхода десанта на корму. Она была приспособлена для движения на суше как на гусеницах, так и на колесах. Экипаж 2 человека, и могла она вмещать в себя до 8 человек десанта. Боевая машина пехоты объект 914 представляла собой бронированную плавающую гусеничную машину с передним расположением части боевого расчета и кормовым размещением моторно-трансмиссионного отделения. Она была создана в 1963 году в инициативном порядке конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода с использованием узлов и агрегатов серийного легкого танка ПТ-76 и гусеничного бронетранспортера БТР-50П. Всего было изготовлено 2 опытных образца, которые в 1964 году прошли полигонно-войсковые испытания в Уральском, Туркестанском, Ленинградском, Московском и Белорусском военных округах. Экипаж 2 человека, и также она могла вмещать до 8 человек десанта. И это единственный экземпляр данной боевой машины. Опытная боевая машина пехоты объект 1200. Разработка была начата в 1964 году на Брянском автомобильном заводе, а в сентябре 1965 был создан макетный образец без установки в башню орудия, пулемета и пусковой установки. Конкурсные испытания машина выдержала, однако предпочтение Министерства обороны было отдано гусеничным вариантам БМП, и объект 1200 не был принят на вооружение, и все работы по этой машине были прекращены. И это единственный экземпляр данной БМП. Советская опытная колесная боевая машина пехоты ГАЗ-50 разработана в Нижнем Новгороде в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода в 1971 году. Серийно не производилась. За базу был взят бронетранспортер БТР-60ПБ или ГАЗ-49. Испытание опытный образец прошел, но на вооружение принят он не был. Однако впоследствии на базе ГАЗ-50 был создан бронетранспортер БТР-70.
Бумеранг – это унифицированная колесная бронированная платформа, созданная в военно-промышленной компании на полноприводном шасси с колесной формулой 8х8 и независимой подвеской. Создавая данный проект, разработчики использовали компоновочную схему, которая ранее не применялась ни российскими, ни советскими оружейниками. При разработке машины были учтены современные требования мирового рынка и принята новая компоновочная схема. Отделение управления впереди слева, а моторно-трансмиссионное отделение впереди справа, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части машины. Кроме того, бумеранг создан с использованием модульного принципа, что позволяет изменять состав конкретной машины семейства с учетом установки различных комплексов вооружения, систем активной и пассивной защиты в зависимости от назначения образца и требования заказчика.